Ярмарка, встреча с кумирами, знакомство с разными людьми, косплееры, очереди. Сраные очереди. Этими словами можно описать любой фестиваль, и на одном из них я бывал сам. Geek Time Fest. Когда мне попалось афишное мероприятие в Инстаграме, я сразу же купил билет по двум причинам. Первое, я никогда не бывал на фестивалях, и место проведения находилось неприлично близко от того места, где я живу. Приглашенные гости достаточно интересные, да и цена за билет на 2 дня составляла 5000 тенге. Приемлемо. Первый день фестиваля я отправился к месту проведения мероприятия и был слегка взбудоражен, так как не знал, что меня ждет. Когда я все-таки добрался до пункта назначения, я увидел это. Вот черт, как тут много народу. Ай, до меня наступили. И на меня тоже. Это была косплеерша. Наступи на меня. Очередь на входе была огромной. Люди показывали свои билеты и надевали вот такой красивый браслетик. После того, как я вошел на территорию фестиваля, я ощутил некий диссонанс. Вроде бы я смотрел аниме и даже делаю видео по этой тематике, но среди всех этих разноцветных людей и косплееров я ощущал себя вне своей тарелки, как будто свой среди чужих. Но когда меня окутала атмосфера фестиваля, я решил пройтись по магазинчикам, которые там были, и ничего не купил. И нет, не потому что у меня нету денег, а из-за того, что не был виден товар, так как освещение в помещении было дерьмовым, а те изделия, которые были видны, брать особого смысла не было. Теперь о гостях. Танзира Камада, точнее его голос, Ислам Ганджаев, дабер студийной банды, чувак, который озвучивает аниме и что-то еще. Он опоздал на час или полтора из-за перелетенного рейса самолета. Его интервью было бы очень интересным, если бы не сраные технические неполадки с микрофоном, который то выключался, то включался. Организаторы, конечно, извинились за это, но общее впечатление данный казус подпортил. Сказав пару знаменитых фраз, он удалился на автограф-сессию. Потом уже пришли создатели анимационного YouTube сериала Metal Family. Алина и Дима рассказывали об устройстве анимации и поливали Disney дерьмом. В конце их рассказов фанаты спели строчки из Twisted Sister We Are Not Gonna Take It, и все ломанулись на автограф-сессию. Там же был чувак, который объясняет химию по аниме, и еще какой-то чел. Вот только из-за той давки в толпе, которая образовалась во время автограф-сессии, 2 человек потеряло сознание. Печально. Еще почему-то во время фестиваля стали пропадать дети, и каждые 5 минут можно было услышать объявление о том, что очередного ребенка ищут. Странно. Во второй день технических неполадок не было, и слава богу. Красный браслет сменился на зеленый. Интервью прошли на ура, казахский патч слава прошел успешно. Как креаторы мультсериала съели толпу фанатов заживо. Буквально. Каждое слово, каждое движение и каждый ответ Алины и Димы сопровождались орами и криками фанатов, которые доносились по всей территории феста. Затем Дима сыграл прелестную песню на гитаре, и они продемонстрировали отрывок из 3-й серии Metal Family, в то время пока я стоял в организованной очереди на автограф и водку от Ислама, и находился она прямо возле двери гримерки косплееров. Автограф все же получил и выразил респект одному из организаторов фестиваля. Вообще, очередь довольно-таки интересная вещь. Тратишь много времени ради мимолетного мгновения, но заводишь несколько интересных знакомств, как человек, который стоял со мной в очереди. Назовем его Арсением. Стоим такие в очереди и смотрим. Выходят косплееры в своих костюмах. И там было очень много косплея по Геншину, в который я не играл. И вот в один момент выходит девушка с косплеем на, кажется, Ганью, и это был парень. Я увидел грёбаного трапа в реальной жизни. Мне стало страшно. Раньше я смотрел аниме и не понимал, как главный герой не мог отличить по внешнему виду парня от девушки. Теперь понимаю. Я посмотрел на Арсения и начинаю вместе с ним ржать от увиденного. А как я понял, что это парень? Все стало ясно по его голосу. Еще перед нами стояла группа девушек, и одна из них тоже кого-то косплеила. И это тоже был парень. Твою мать. Вообще, я всегда думал, что косплей — это когда ты преображаешься в персонажа из какой-то вселенной и пытаешься ему подражать. Как оказалось, нет. Косплееры еще и выступают, и среди них проводился так называемый конкурс косплея. Люди выходили на сцену и разыгрывали сценку, танцевали или просто позировали. И за этим можно было с интересом наблюдать. Первая половина зала кричала, когда на сцену уходила девушка-зайка, из-за этого глупый свин не понимает мечту девочки-зайки, а вторая, когда увидела полуголого Тенгена. Нетрудно было догадаться, к какой половине я принадлежал. Конечно же второй. Больше всего мне запомнилась парочка очаровательных девушек в желто-белых костюмах, которые закатили несколько длинный и энергичный танец, что засел мне в голову. Позже я узнал, что они косплеили так называемых вокалоидов. Из всех косплееров мне запомнились они и девушка, что косплеила Тофу из Аватара Анка. Привет из
2005. Выразив им свой респект после выступления, я ушел домой. В общем, фестиваль понравился мне и моим охреневшим ногам. Получил много впечатлений, встретился с интересными гостями и вынес для себя главное, что камера Xiaomi это полное дерьмо и нужно купить новый телефон.